Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о кастомизации смартфонов Xiaomi. И за последнее время начала очень активно распространяться тема с экранами блокировки типа как в HyperOS. В своем TikTok профиле я об этом рассказывал, там было более короткое видео, и вот сейчас дошли руки до YouTube, потому что это действительно интересная штука, которую стоит установить на свое устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Что же, подопытным может у вас выступать любой смартфон с актуальной прошивкой, там с MIUI 13, с MIUI 14, ну и даже возможно с MIUI 12.5. Вам потребуется лишь только аппарат и приложение темы. И что вы сможете сделать? Как минимум вы можете сделать вот такую интересную красоту, то есть когда у вас часы находятся под картинкой. Также вы можете еще другой экран блокировки сделать, и конечно же еще есть интересная штука, которая позволит вам убрать серую шторку. Но обо всем по порядку. Давайте начнем с той темы, которую я вам только что продемонстрировал. Ее название вы вбиваете в приложение темы, и называется она как Hyper Max. Если вы вобьете это название, вам там выбьется еще одна тема, которая будет называться как Hyper Depth. Вот она, пожалуйста, но нам требуется именно вот эта тема. Дальше вы ее загружаете внизу, и в настройках можете выбрать, допустим, экран блокировки. Ну или же можно ничего не выбирать. К примеру, я лично не выбирал, вернулся назад, внизу нажал профиль вот здесь, и дальше стиль блокировки. Тут, смотрите, у нас есть несколько вариантов кастомизации, понятное дело, то есть я уже заранее чуть-чуть подготовился, но поскольку мы работаем с HyperMax, мы для начала должны на него нажать «Применить», после чего выйти назад в настройки и внизу нажать на шестереночку. Дальше мы попадаем вот в следующие настройки. Тут что вам требуется сделать? Допустим, если вы хотите попробовать историю, которая касается именно, когда у вас часы находятся под картинкой, то в разделе Wallpaper Style вам необходимо выбрать вот это название Depth Lock Screen Wallpaper. Вы на него нажали, и после чего вам потребуются специальные обоины для всей этой истории. И конечно же вы их сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылке в описании под этим видео. Дальше, что вам требуется сделать? Смотрите, у нас есть два таких раздела. Это Depth Lock Screen Lower и Upper. Lower имеется в виду, что мы должны выбрать в формате JPG и внизу PNG. Получается, что вы делаете? Выбираете, допустим, там галерею, проводник и так далее. И вот я уже чуть-чуть заранее подготовился, попробовал, что оно такое. И теперь смотрите. Обоина, которая у нас с вами идет в формате JPG, она без там черного фона или же без белого фона. То есть это самая обычная картинка. Допустим, мы возьмем вот эту с Джокером. И следующий раздел второй, это вот Depth Lock Screen Upper. Тут мы должны выбирать картинку, которая без фона. То есть там, ну, имеется в виду, либо она на белом фоне, либо на черном. В зависимости от того, как вам аппарат эту всю историю отрисовывает. И вот, пожалуйста, Джокер у нас будет в этот раздел идти. И что получается мы с вами сделали? Мы получаем после всех этих нехитрых действий вот такую красоту. Когда у вас часы получается под картинкой. Конечно же, вы можете еще поиграться вот с этими цветами, что тут, что тут. Но для этого вам потребуется специальная таблица, которая также будет в описании под этим видео, куда нужно будет вводить вот все вот эти вот цифры, там, символы, ну и тому подобное. То есть кастомизация очень крутая, как по мне, и вы с этим можете поиграться. Если же вам эта история не нравится, вы можете, допустим, нажать, опять же, Wallpaper Style, и тут выбрать Customize Lock Screen Wallpaper. И вот здесь уже в Custom Lock Screen вы можете выбрать абсолютно другую картинку. Ну, допустим, пускай вот будет это. Мы ее применяем, дальше выходим на экран блокировки и получаем следующую кастомизацию. Ну, грубо говоря, как в HyperOS. Ну, скажем так, история очень интересная, и почему бы ее не установить. Переходим с вами ко второму виду кастомизации. Она у нас будет, получается, с темой Android 14. Возможно, вы слышали, получается, про всю эту историю, как бы, что это делается, но, возможно, не придавали этому значения. Но у этой темы, которую я вам сейчас показываю, есть очень существенный минус по сравнению с предыдущей. После перезагрузки обои будут слетать, и вам нужно будет все заново проводить. Но опять же, я вам продемонстрирую, ну а там уже выбирайте на свой вкус. Получается, также делаем все, как и по примеру предыдущей темы. Мы ее находим, загружаем, но сразу не применяем. Далее выходим в профиль, стиль экрана блокировки, Android 14 и его применяем. Дальше снова мы с вами выходим назад, выбираем настройки. И вот тут у нас, смотрите, есть два таких раздела.
В первом мы ставим Open, а во втором мы, получается, выбираем нашу обоину. Но пускай это будет вот такая обоина. И все. В принципе, тут больше нечего делать, хотя, опять же, с Color там Setting вы можете поиграться, там Black, White поставить, ну или же под экран блокировки оно будет подстраиваться. То есть тут как бы по сравнению с предыдущей темой нет прям супер кучи настроек, но опять же, почему бы не попробовать данный вид кастомизации. Вот получается так оно проявляется. А если вы еще вот так вот сделаете, то у вас как бы часы будут в таком 3D формате, скажем так. Но, как я уже сказал, что после перезагрузки вся эта история слетает, к сожалению, и придется все с нуля проводить. И, скажем так, дополнением к сегодняшнему видеоролику у нас с вами будет история, которая будет касаться, как же убрать серую шторку. Сразу говорю, что у меня устройство не с серой шторкой, как бы я эту всю тему увидел там у бразильцев и у индусов, они сейчас также эту тему начинают форсить у себя там в каналах, в чатах, ну и так далее. Так вот, получается, тема называется у нас Lalelu Cat. Вот, пожалуйста, она. Все так же само делаем по аналогии с предыдущими нашими темами. Мы, получается, данную тему загружаем, понятное дело. Пока она загружается, мы выходим назад в профиль, нажимаем на компоненты уже, внимание, и тут строка состояния. После чего вот эту тему Lalelu Cat мы применяем и уже получаем не серую шторку, а уже именно с размытием. И потому просьба отписаться в комментариях, у кого телефон с серой шторкой и кто попробовал эту тему сделать, как у вас результат. Потому что, увы, у меня нет аппарата, который может в себе содержать серую шторку, ну и, соответственно, проверить я эту всю историю не могу. Что же, друзья, вот такая вот кастомизация у нас с вами на сегодня. Я считаю, что почему бы и нет в плане попробовать всю эту историю, потому что как бы HyperOS придет еще не скоро, а вот всякие такие мелкие фишки появляются уже сегодня. Как я уже сказал, обои сегодняшнего видеоролика, ну не только те, которые я вам показал, вы найдете по ссылке в описании под этим видеороликом, ну и также не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы быть в курсе самой свежей и актуальной информации. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.